Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Не так давно мы анонсировали новое дополнение к American Truck Simulator, расширение карты Миссури. Кажется, сейчас самое подходящее время предоставить героев, усердно работающих над тем, чтобы как можно скорее доставить DLC нашему лучшему сообществу. Мы надеемся, вы оцените это, демонстрирует дизайнеров карт SSOTSVR и ведущих разработчиков DLC, которые в настоящее время участвуют в DLC Миссури и их кратких сообщений для лучшего сообщества когда-либо. Патрик. Сразу после проведения исследований стало очевидно, что Миссури интересный штат, который может многое предложить для нашей игры. Как лидер и недавно посетитель Миссури, я горю желанием выпустить прекрасное дополнение по полной лесной природы, холмов, приятных видов и интересных городов. Наконец-то мы рядом с рекой Миссисипи, которая всегда была для меня важной вехой. Пока мы пытаемся придумать идею о том, как всунуть столько красоты в нашу шкалу и не спустить ничего важного, я довольно часто слежу за обсуждением на форуме, чтобы понять, чего ожидают игроки, и стараться находить оптимальные решения вместе с другими. Мы стараемся изо всех сил, Миссури этого заслуживает. Прошло 3 года с тех пор, как я начал работать в SSOTSVR в качестве картографа. Сегодня я столкнулся с самой большой проблемой в своей карьере – Сент-Луис. Это действительно большой город, однако я полюбил его потому, что побывал пока там в реальной жизни и видел и все, что создал собственными глазами. Что мне нравится больше всего, это такая техническая сторона работы и возможность глубоко погрузиться в движок, достичь его пределов и передать опыт новым коллегам. Мне больше всего нравятся города, стоянки и грузовиков, потому что это технически сложные задачи. Лукас. Мой путь в SSOTSVR начался во время прохождения дополнения Колорадо, где я экспериментировал со своими первыми прослоченными дорогами и небольшими городами. С тех пор я был частью фотографической команды Техаса и Канзаса. Я всегда ищу новые вызовы сразу после Амарилло, Корнус, Кристи и некоторых районов Хьюстона. Мне больше всего понравилось Канзас-Сити. При предстоящем дополнении Миссури я буду работать над тем, что чем-то уникальным с точки зрения пользовательских хранилищ, чего вы можете с нетерпением ждать. Дубок. Я работал в компании уже 6 лет, и с каждым годом работа становится все интереснее. Я работал над дополнением для Орегона, Вашингтона, Колорадо, Техаса и Канзаса, где больше внимания уделял городам и складам. В Миссури я буду работать в Спрингфилде, где вас ожидает множество интересных областей. Якуб. После Канзаса дополнение Миссури мой второй проект в качестве разработчиков карт в SSOTSVR. Хотя сейчас я чувствую себя намного комфортнее в процессе создания интересной среды для игроков, я все еще пытаюсь бросить вызов самому себе и раздвинуть границы возможностей в Миссури. Я действительно надеюсь, что смогу передать дух США-36 и города Сент-Джозеф и передать вам скрытную красоту этих непримитивных мест, таким образом, чтобы воздать им которого они заслужили. Эль. Прошло чуть больше 4 лет с тех пор, как я присоединился к SSOTSVR в качестве разработчиков карт. В 2019 году моя основная ответственность за Миссури, город Джомпель и прилегающие к нему дороги. Помимо карты, я также сосредотачиваюсь над выбором универсальных моделей, которые лучше всего подойдут для нашего DLC, которые позже создаются нашей замечательной командой по 3D-графике. Больше всего это мне нравится и создавать небольшие города и поселки, поскольку они обычно обладают уникальной архитектурой и атмосферой. Якуб. Я очень увеличен работой над Миссури, поскольку она почти разительно отличается от того, над чем я работал раньше. Вдобавок ко всему, мне впервые придется поработать за созданием города, и так я рад видеть результаты этого. Я по-прежнему с нетерпением жду возможности проработать на автомагистралях между штатами, поскольку, как мне кажется, именно в этом я наиболее опытен. Фелда. Я отвечаю за половину пользовательских хранилищ для Миссури. Я сделал некоторые из них для Канзаса, а затем для Небраски. Но сейчас я работаю над несколькими хранилищами, которые еще не были анонсированы. Эти новые склады принесут игрокам новые испытания и новый опыт. Это то, что мне больше всего нравится в этой работе, потому что создание сложных пакетов заставляет меня задуматься о том, как игроки отреагируют на все, что я для них приготовил. Филипп. В Миссури я с нетерпением жду возможности создать Кейджердардо, неповторимый город на реке Миссисипи.
Я надеюсь воплотить гениальные идеи города Риверсайд, как в более промышленных районах, так и в городских части города. Сейки. В этом месяце мне исполнилось 8 лет в своей как руководителю отдела DLC. У меня есть возможность появлять на то, что какие потрясающие достопримечательности отрасли промышленности станут фрески и другие здания войдут в дополнение. Я несу ответственность за идеальное состояние этих 3D моделей, таких как арка ворот Сент-Луаса, Капитолий Джефферсона или Спрингфилдский метрополитен, с которыми вы столкнетесь в своих путешествиях. Я с нетерпением жду новых возможностей, которые этот штат позволит нам привести в нашу игру. Я не буду говорить о деталях, чтобы не лишать вас сюрприза. Наша команда сделала это возможно, чтобы выпустить DLC не хуже предыдущего. Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с командой, работающей над расширением Миссури. Не забывайте подписываться на нас в наших социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропустить ни одной новости, которая появится в будущем. Если вы в восторге от Миссури, добавьте его в список пожеланий Steam. Ссылочка на Миссури будет в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады поделиться с вами еще некоторыми сведениями о работе, проводимой нашей командой по переделке в Германии. Поскольку дороги и отрасли являются одним из наиболее важных и знаковых аспектов для водителя грузовика, это блок посвящен изменениям, вносимых в отрасли и перекрестки Рейнского региона. Рейнский и Руhrский регионы в Германии часто называют промышленным центром страны, охватывающие крупные города, такие как Кёльн, Дюссельдорф, Дортмунд и Дуйсбург. Регион отличается богатой историей и динамичной городской сетью вдоль берегов реки Рейн. Команда, стоящая за переделкой в Германии, хотела отразить важность этой области, повысив внутриигровую экономику. Для достижения этой цели в таких городах, как Кёльн, теперь есть 6 новых складов, куда игроки могут доставлять товары, что является большим изменением по сравнению с двумя существующими. Вы найдете множество отраслей промышленности от автомобильных заводов до железнодорожных депо, свалок и речного порта. Также новыми для региона является добавление 4-го по загруженности аэропорта Германии, расположенного в Дюссельдорфе, в котором вы сможете осуществлять доставку. Важно, вы даже заметите добавление хорошего и известного наземного метро во время своего визита. Мы надеемся, вам понравится ряд новых и переработанных станций, которые вы найдете в этом регионе. Одним из таких дополнений является Кройц-Кейзенберг, спагетти-перекресток, который довольно большой и сложный. Наша команда приложила все усилия, чтобы предоставить этот хороший известный перекресток как можно лучше в рамках размера и масштаба данной территории. Мы также создали более реалистичные развязки в городе, поскольку в этих застроенных районах часто есть несколько различных типов перекресток для работы с большим объемом трафика. Поскольку мы продолжаем продвигаться к этому этапу доработки, мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о его разработке и изменениях, которые вы можете ожидать увидеть в будущем бесплатном обновлении. До тех пор обязательно поделитесь с нами своими мыслями о проделанной здесь работе, так как наша команда будет рада услышать ваше мнение. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей. И вы сможете посмотреть этот фейл-момент. Отправление в виртуальное путешествие в грядущее дополнение Небраска обещает не только шоссе и заколки, но и живописные знакомства с очаровательными городками. Откройте для себя скрытые жемчужины путешествия по живописным ландшафтам штата Корнуэльскер. Давайте взглянем на некоторые города, через которые вы проедете по пути. Алема. Живописный городок, расположенный на берегу реки Республиканец. Это небольшой городок, который встречает игроков по прибытию из Канзаса. Здесь находится большое озеро округа Харлан, а также несколько красивых исторических мест. Анселей. Еще одно восхитительное место назначения привлекает дальнобойщиков своим очарованием маленького городка, окруженный потрясающими пейзажами Небраски. Он предлагает освежающий отдых от бездорожья Анселей, как и
Бассет находится на трассе USA 183, и это дает нам возможность в будущем рассмотреть некоторые другие важные дороги в Небраске. Оберен. С его яркую атмосферу демонстрирует дух Хартленда. Проезжая по его улицам, игрокам столкнутся с сочетанием современного удобства и классической теплоты Среднего Запада. Вы можете найти там несколько красочных скульптур медузных пчел, которые нельзя пропустить. Исследуйте очарование Бартолетта, причудливого городка, который приглашает дальнобойщиков побродить по его тихим улочкам. Барлетте с его атмосферой маленького городка предлагает живописный отдых от дороги. Путешествие по Бассетту по Бассетту насладитесь красотой его широких просторных и найдите минутку, чтобы оценить простоту сельской жизни. Этот городок, окружен живописным ландшафтом Небраски, обещает спокойное вождение, в котором воплощен дух клубники. Беатрис. Город с богатой историей приглашает игроков открыть для себя уникальное сочетание прошлого и настоящего. Беатрис предлагает восхитительные выборы от исторических архитектур до современных зданий для тех, кто хочет погрузиться в разнообразную культуру региона. Мы надеемся, что дальнобойщики оценят множество исторических достопримечательностей, типичных для этого города, особенно некоторые из его красивых церквей. Когда вы отправитесь в Браунвейл, вы не можете пропустить знаменитые живописные виды на реку. Благодаря непосредственной близости к реке Миссури, дальнобойщики могут проезжать туда, чтобы посмотреть на дноглубительное судно. В будущем это последнее также могло быть послужить одним из въездов в штат Миссури. Расположенный в песчаных холмах вдоль шоссе 2 в Небраске, Хайнинис может похвастаться безмятежными пейзажами и редкими озерами, предлагая дальнобойщикам спокойную передышку, чтобы насладиться красотой и отдохнуть от шоссе. Будучи ирландским столицей штата Небраска, О'Нил с гордостью демонстрирует свою нидерландскую самобытность на каждом шагу. Зеленые трилистники украшивают землю и стены, в то время как знаков и ориентиров, отдающих дань уважению ирландской культуре, предостаточно, создавая неповторимую яркую атмосферу, когда вы проезжаете через них. Огалалала, расположенный на краю песчаных холмов, предлагает уникальное сочетание истории и природной красоты. Ближайшее озеро Макконахи усиливает очарование, создавая прекрасную обстановку, которая отражает суть красочного прошлого Огалалы. Красное облако. Место рождения известной писательницы Уилли Кейтер приглашает игроков познакомиться с его литературным наследием и исследовать город, который вдохновил некоторые из самых любимых произведений Кейтер. Проезжаешь по улицам, которые перекликаются с историей, и ощутить связь между литературой и пейзажем Небраски. Расположено вдоль того же маршрута, что и Хианнис, Тендфорд хранит на себя отпечаток своего увлекательного прошлого. Город основан как важнейшая установка на перегонке скота в конце 19 века. Своими корнями глубоко переплетен со Старым Западом. Сегодня Тендфорд предоставлен свое западное наследие через хорошо сохранившие достопримечательности и остатки сооружений, которые отражают дух перепроходцев в городе. Ласка, штат Вайоминг, включает в карту American Truck Simulator в качестве важнейшего связующего пункта с Небраской. Этот причудливый городок расположен на живописном фоне Вайоминга и служит воротом между двумя штатами. Исследуйте очарование Ласка от гостеприимства маленького городка до бескрайних пейзажей. Поскольку с выпуском дополнения Небраску, он станет заметным дополнением к жизни в Вайоминге.
Имейте в виду, что фотография, которую вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки. Мы надеемся, что вы будете рады увидеть карту целиком, как только она выйдет. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропускать ни одной новости о дополнении Nebraska DLC или другой проект, или других проектах. И если вы еще этого не сделали, обязательно добавьте дополнение Nebraska в свой список пожеланий с тем. Увидимся в пути. Ссылочка на Nebraska будет в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады отметить 8-ю годовщину American Truck Simulator с момента его выпуска в 2016 году. Мы прошли долгий путь, предоставляя так много нового контента и так много бесплатного обновления. Одним из таких проектов, над которым мы постоянно работаем, является наш California Remake, в котором один из первых штатов США, выпущенный с нашей базовой игрой, перестраивается с нуля в нашей талантливой команды и доводится до современных стандартов и качеств карты. После завершения оно будет выпущено в качестве бесплатного обновления для всех нынешних и будущих владельцев American Truck Simulator. Этот блок является частью третьего золотого штата, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с нашими предыдущими блогами, если вы еще этого не сделали, с частью 1 и частью 2. СА-1. Наша команда продолжает работать над легендарными живописными маршрутами СА-1, USA-101, которые полностью переделывается с нуля. На этот раз команда сосредотачивается свои усилия на воссоздании шоссе между Санта-Крус и Сан-Луис-Обиспо. На этом участке СА-1 вы пройдете через знаменитый прибрежный район, такие как Биг-Сур, Сан-Корпофоро-Крик и Уиллион-Крик. Как вы, наверное, знаете, это шоссе невероятно живописно. На нем много мостов и ручьев, которые ведут к прекрасному побережью Калифорнии. Это обязательно место для любого американского туриста или дальнобойщика. Мы также работаем над частью трассы I-5, проходящей от юга Гурона до Бейкерсфилда. На этом маршруте вы найдете сочетание живописных пейзажей, достопримечательностей и достопримечательных мест, что делает это популярным маршрутом для путешественников. Этот отрезок Я-5 также проходит по долине Сан-Хоакин, который также известен своими сельскохозяйственными угодьями и разнообразными пейзажами. Путешествуя по этой части федеральной магистрали, вы обязательно увидите живописный пейзаж и типичный калифорнийский климат. Историческая трасса USA-99, также известна как шоссе Golden State, также является еще одним маршрутом, на котором наша команда сосредоточилась. На этом этапе переделки трасса USA-99, петляющая по разнообразному калифорнийскому ландшафту, демонстрирует природную красоту штата. Шоссе также проводит вас мимо очаровательных городков, каждый из которых отличается своим уникальным характером и достопримечательностями. Маршрут также позволяет познакомиться с культурным и сельскохозяйственным наследием Калифорнии, что делает его восхитительным путешествием для тех, кто ищет ностальгический шарм штата. Команда была достаточно любезна, чтобы предоставить нам довольно много изображений их работ по переработке Калифорнии, поэтому мы решили, что вам будет интересно угадать расположение этих скриншотов. Думаете, вы знаете, поделитесь с нами ответами в комментариях к блогу ниже. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать о работе, проводимой на этом этапе нашей калифорнийской переделки для American Truck Simulator. А пока продолжайте работать. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот такая у нас на неделе получилась. В основном опять было связано с American Truck Simulator. Только одна новость была насчет Euro Truck Simulator 2. А на с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за действие, которое сейчас видите у себя на экране. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока. Пока-пока.